Всем привет, друзья! Часто у брендов бывают такие позиции, которые очень ждешь. Иногда непонятно зачем, как это было, например, с самым мощным импактом от DeWalt DCF 860, обзор на который недавно вышел на моем канале. Я говорю непонятно зачем, потому что мощности современным импактом и так хватает, и даже 200-ньютонные частенько ломают биты. Как же себя будет показывать 860, который примерно на 30% мощнее, посмотрим в будущем. Таким образом, 860 модель нужна скорее для действительно тяжелых работ и крупных глухарей. То есть, можно сказать, нужна далеко не всем. Ну а сам 860 крупнее и тяжелее, например, 850 модели, которая в свою очередь подойдет практически любому как универсальная модель. Однако общий минус работы с импактами – это сильнейший шум. Шум создается при работе ударного механизма импакта и буквально является следствием удара металла о металл. Примерно 5 лет назад Milwaukee создала серию более тихого импакта – серию Surge – масляного импакта. Достаточно известная модель. Он работает тише за счет того, что ударный механизм, можно сказать, заполнен маслом. Однако многим пользователям суржей не хватает его мощности и скорости работы. И его скорость и мощность работы теряется как раз из-за этого самого масла. Импакт прекрасно подходит для мелких и средних расходников, тем не менее. Прошли годы, и наконец-то наш с вами любимый DeWalt выкатил свою версию масляного шуруповерта. Давайте посмотрим, насколько проблема малой мощности и скорости работ масляных импактов решена DeWalt в этой новой модели DCF 870. Также мы посмотрим, как данная модель себя поведет в разных условиях работы. По совету пользователей нашего чата мы заморозим этот импакт и посмотрим, как он вообще будет работать после этого. Также я напрямую сравню его с масляным импактом от Milwaukee. Ну что ж, давайте приступим. Для начала я попробую закрутить вот такие средние глухари. Оценю скорость и громкость работы. Ах да, давайте предварительно рассмотрим этот шурик. Здесь мы видим отличную систему света, как у 860-го. Все закрыто по 3 диода 3 раза. Теперь света точно достаточно. Есть режим фонарика. У нас только 2 режима, первый и второй. Режим фонарика – постоянная работа света, как фонарем можно пользоваться. Первая скорость и вторая скорость оборотов 4200. Он действительно быстрый. Ну и сразу же 850 3800 в максимальном режиме. Тоже немало. 860 4500. Самый быстрый. Milwaukee Surge всего 3000. Мордочка у импакта полностью покрыта резиной. Это, по-моему, хорошо. По размеру бескомпромиссно. Он такой же маленький, как 850. То есть размер у него идеальный, я бы сказал. Нам обещают тишину, что ж, давайте проверим. Итак, оба импакта у нас на пауэрстаках полностью заряженных, оба на максимальной скорости, на второй в случае с масляным и на третий в случае 850. Поехали! Практически паритет, я бы сказал то же самое. Единственное, что я заметил, это большая отдача в руку у 870-го. Не знаю, может быть, мне показалось, посмотрим на более крупных расходниках. Выкручивает 870-й пободрее. Теперь вот такие глухари. Поехали. Разницу вы видите. 850 все-таки чуточку быстрее. У 870 какая-то нездоровая вибрация идет в руку. Замеченная мной еще на средних расходниках. Давайте посмотрим дальше. Да, он сильно больше отдает в руку вибраций. Она прямо, ну, ее сложно терпеть, так скажем.
850 все-таки чуточку мощнее. Но в целом скорость и мощность 870 впечатляют. Давайте сравним с Милкой. Ну, до того, как будем сравнивать, посмотрите, как нагрелся 850. Значение здесь не соответствует действительности, и к нему вообще сложно прикасаться. У 870 все значительно лучше. Не знаю почему, но его нагрев меньше. Давайте рядышком поставим. Вот так лучше видно. Вот, отлично видна разница. К этому сложно прикасаться, вот к этой части. Вот так по сравнению выглядит нагрев. Так, теперь масло Milwaukee и масло DeWalt. У Milwaukee я поставил 5, потому что пауэрстаков у него нет, но это какой-то аналог. Поехали. Да, 5 лет не прошли зря. Маслом от DeWalt можно работать как обычным импактом. По мощности он не особо уступает 850-му. Сурж от Milky – это сплошные компромиссы. Теперь, наверное, главный вопрос масляных импактов – это шум при работе. Якобы он должен быть прям вообще минимальный. Вот такая гордая надпись о том, что он тихий, у нас прям вот на корпусе. Я замерил громкость их работы при помощи Apple Watch, и где-то 105-103 дБ показывает в случае 805 и 870. Однако звук все же разный. У масляного импакта он немножко более сглаженный, что ли, и не такой звонкий. В целом я могу сказать, что при работе с максимальными расходниками они примерно по шуму все же равны, так же, как было и с Милкой. Давайте посмотрим, что у нас будет на средних расходниках, и заодно сравним, насколько 860 эффективнее и быстрее масляного импакта. Поехали! Ощутимо быстрее. И я еще раз подчеркну свое замечание. 870 дает сильно большую вибрацию в руку при работе, начиная от средних расходников и выше. То есть на больших расходниках, на тяжелой работе он дает недопустимую, я считаю, вибрацию в руку. Чего почему-то не наблюдается у классических импактов. Итак, звук работы. На средних расходниках значительно ниже, то есть ощутимо ниже. С масляным мне не хочется надевать наушники с шумодавом или еще как-то бороться с шумом. То есть в целом работать в помещении, в гараже им комфортнее на средних расходниках, подчеркиваю. Берем крупное. Понятно, что классический громкий, масляный. Да примерно то же самое. Чуть тише, менее резкий, но тоже громкий. Но, наверное, все-таки возможно, есть какой-то смысл. И да, у 860-го смысл другой. Крупный расходник, он просто закрутит. А 870 нет. Он дальше не идет, и вибрация просто дичайшая. Итак, промежуточный итог. 870 практически такой же, как 850, чуть-чуть его медленней, лучше по нагреву, то есть нагревается меньше или распределяет тепло лучше. Из минусов он, естественно, дороже, и вы получите большую вибрацию при работе с средними и крупными расходниками. По сравнению с 860-м, 870 значительно менее мощный. И даже на средних расходниках 860 будет ощутимо быстрее. Ну, по сравнению с Milka компромиссный вариант, им работать со средними даже расходниками уже неудобно.
870 вполне с этим справляется. Вот вам 5 лет разницы примерно. Окей, а теперь мы попробуем то, о чем неоднократно писали в чате. Я заморожу этот импакт и посмотрю, как он будет работать в замороженном состоянии. Прошло примерно 5 часов. Шурик неотличим от среды в морозилке, то есть он проморозился очень хорошо. Посмотрите, какой изморозью он покрылся. Он сейчас минус 16 примерно. И мы попробуем им поработать. Вот какой красавец. Вообще не крутит. Это средний расходник, и он его не крутит. Видимо, масло подмерзло, и энергия идет на него. Ладно, давайте выкрутим 860 и попробуем закрутить. Я так понимаю, он прогрелся и начинает работать нормально. В общем, даже если он замерзнет, немножко поработаете, отогреете и... Спасибо за интересную идею с замерзшим шуруповертом. Было прикольно. Как видите, он отогрелся и работает норм. Посмотрим, что у него по температуре. Как видите, там, где масло, все еще холодное. А двигатель уже немного разогрелся. И электроника, что интересно. Вот зона тепла. Круто. Ну что ж, можем сказать, Шурик работает и в холодном виде, потому что, как видим, сейчас там, где сама гидравлика находится, там сейчас все еще холодное. На морозе, если вы будете им интенсивно работать, он, естественно, разогреется, и я думаю, что любые негативные эффекты холода будут нивелированы. Ну что ж, друзья, вот теперь мы можем делать выводы. Шуруповерт получился хорошим. Интересно то, что DeWalt не стал выкатывать свои масляные или гидравлические импакты тогда, когда бесщеточные двигатели были к этому не готовы. Milwaukee выпустила свой Surge значительно раньше DeWalt, но, как видим, это сплошной компромисс. Его мощность недостаточно, чтобы выполнять общестроительные работы. DeWalt же выкатил свой масляник, как видите, тогда, когда мы можем купить его и пользоваться как обычным импактом. Он вполне себе подходит на замену 850-го, ощутимо дороже, практически в 2 раза на сегодня. Немного тише, немного менее мощный, но приятно технологичный. То есть это полноценный импакт. С лучшим светом и в целом, ну это прикольно, все-таки гидравлический. Также мы видим, что масляная вот эта технология все-таки крадет мощность. И мне не понравилась вот эта какая-то ощутимая вибрация, отдача, которая идет в руку при работе с гидравлическим импактом от DeWalt. Но в целом, повторюсь, позиция интересная. Что выбрать из новинок 860 или 870 зависит только от ваших работ. Если вы работаете больше внутри помещения и не работаете с крупными расходниками, то, естественно, это будет 870, он будет комфортней, вам, скорее всего, не придется носить наушники или что-то еще такое подобное. 860, если вы работаете на улице, то берите его. Он будет быстрее и ощутимо мощнее. Вот такой, друзья, обзор получился. У меня есть идея проверить энергоэффективность гидравлического шуруповерта от DeWalt, напрямую сравнить его с 850, посмотреть, насколько больше он будет жрать батарейку, чем 850. Если вас это интересует, пишите в комментах, я посмотрю на ваши реакции и сниму или не сниму ролик. Спасибо за внимание, друзья, и всего доброго.